Как вы уже, наверное, заметили, я в Чангмае. А это значит, будет много интересного о том, как живет Северный Таиланд. Немногие знают и тем более были в этих местах. Тут же не море. Но тут есть свои, другие невероятные красоты. Север Таиланда состоит преимущественно из горной местности. Туда я и отправился в первую поездку, но уверен, далеко не последнюю. Так как красота природы тут такая, что когда попадаешь, то эмоции и впечатления переполняют от всего, что находится вокруг. Итак, погнали наслаждаться. Сейчас приехал в одно место. Тут в горах много плантаций разных, и это первый сейчас заехал. Тут растут мандарины. Очень много прям мандаринов. Я не знаю, наверное, тут гектар, наверное, 100 засеяно этими мандаринами. И тут по дороге просто идешь, они вот везде вокруг. Растут тут мандаринчики, ну это еще маленькие какие-то, еще не выросли. Хотя похоже больше чем-то не на классические мандарины, вот эти, которые либо китайские, либо с Испании возят, оранжевые. Они такие какие-то желто-зеленые, такие интересные. Вот там вот на этом дереве больше, если честно, видно. Вообще из этих мест они, скажем так, немножко хитро сделали всю историю. Они по всем вот так горам, немножко где возвышенности какие-то, они понаставили кафешек всяких там, каких-то лесенок якобы, чтобы пофотаться, прийти со всем этим видом. Не просто, скажем так, выращивают какие-то там фрукты, овощи, мандарины, там что-то еще. Вот. Пока еще не знаю что, только начал. Вот, но и зарабатывают на том, что еще туристы приходят, там фотаются, что-то в кафешках покупают. У них тут цены, скажем, на кафешках не дешевые, такие средненькие. Вот, поэтому зарабатывают, я думаю, неплохо, молодцы. Вот, некоторые даже наглеют, там говорят, типа, там подойти к нашему саду, потому что сад это не все одним принадлежит, а у каждого там, скажем так, свой. И некоторые говорят, что там отдайте там 100 бат, чтобы в наш сад зайти посмотреть. Ну, такая история. Но в целом вообще все, скажем так, вот как вот здесь, такое там большая редкость, где могут что-то просить. В основном все так открытое полностью, где можно зайти, все посмотреть без проблем, как бы адекватно. Свежайшие мандаринчики. Пришел, сорвал, съел. Никто ничего не говорит против. Всем вообще все равно. Придет тут съест один турист какой-нибудь неадекватный, как я, один мандарин или нет. Потому что их на пол много лежит, можно подойти взять, которые прям падают при тебе. И сейчас покажу, как там их срывают. Так, пошел я знакомиться с ребятами, которые все это дело собирают и выращивают здесь. Вон они собирают в корзины эти ящики. Вот так все выглядит. Такие большие корзины они собирают и потом продают. Кстати, вот эти вот уже мандарины здесь я попробовал. Похоже на то, к чему мы привыкли. Очень вкусные прям. И продают у них тут недорого, по 20-25 бат за килограмм. То есть можно купить килограммчиков 5-10 и точить как раз Новый год. Вот так ребят собирают. Hello. Hello. Вот так они собирают их. Вот так срезают, ходят. Вот так срезают. Ну вот примерно так все это выглядит. То есть как собирают мандарин. Правда, на меня они смотрят как на первобытного какого-то типа. Ну вот есть здесь такая штука. Берет она их издалека, которые спелые уже, пожелтели. Она их так чик,
срезает и вытаскивает. Складывает. Классно. Они на меня смотрят, как на первобытного такого мандарина чувак увидел какие-то. Вот, но, блин, это очень классно прям. Такой вот стоит посетить, прям заехать. Во-первых, красиво, интересно. Во-вторых, поснимать, пофотаться можно. В-третьих, купить мандаринов. И все эти деревья растут, плантации, на больших склонах. То есть вон туда вниз склон идет, и все они при этом растут именно вверх прям вот. Их, видимо, когда еще маленькими все садят, палки какие-то подвязывают, чтобы они росли под одним наклоном все. Давай какой-нибудь, который видно. Так, берем, держи. Опа, отдал. И все. Все, мать, иди отдыхай. Я поработаю за тебя сегодня. Сегодня моя смена. Сейчас, походу, моя смена будет убыточная. Ага. Держи. Оп. О, хорошая. Надо брать, да? Так, вот такие интересные здесь отельчики есть. С такими вот шатры. И здесь идет туалет-душ какой-то небольшой, а тут само уже, скажем так, жилье, где все спят. Вот так все это выглядит. Очень интересно. Тут такая дверь. Тут такой кружок, там кровать. Ну, заходить не будем. Думаю, тут так все, в принципе, видно. Ну и вот такой здесь навесик со светом, со стульями. И самое главное здесь это во всем этом вид. Стоят эти отельчики в среднем по от 1,5, точнее, до где-то там 4-5 тысяч бат за сутки, в зависимости от отеля, какой он. Вот, потому что везде свои условия, есть где они такие попроще, как вот этот, он такой ничего такого особенного. Есть где по такие поинтереснее условия, есть где еще на месте этих, вот где сидят, на них ставят ванны еще, то есть у тебя ванна такая со шторкой, можно загородиться от, скажем так, того, что находится сзади именно вот этого вот всего. И у тебя будет вид именно только на горы и так далее, в ванной лежать будешь. Прикольно это все выглядит. Я как-нибудь в отеле такой заеду и покажу, поснимаю все это. Вот, я уже несколько штук тут таких видел, и потом какой-нибудь один выберу и поснимаю, покажу. Ну вот именно вот этот отельчик небольшой, тут сколько вот этих шатров стоит, я не знаю, штук, наверное, 5. Да, 5. Вот, он находится прям посреди, скажем так, деревни, которая вот это на горах находится. И во всех этих местах на горах, на этих, везде что-то все выращивают. То есть вот кукуруза растет. Дальше еще какая-то зелень. И везде пахнет, там вот базиликом сильно пахнет. Вот.
Ну, цветочков много где выращивают. Есть где горы просто цветы какие-то выращивают, и там сделали скамейки, и типа фотозоны, туристы подъезжают, платят и фотографируются. Вот помидоры выращивают. То есть все, что хочешь. Такие интересные сделали, скажем так, ограждение от этого всего. Ну, там еще что-то выращивают. Прям посмотрим. И все это вот так вот с видом на горы. Ну и точнее находится все это в горах. Тут вот обычные, скажем так, домики. Условия, конечно, мягко говоря, спартанские. Вот. При том, что в горах здесь холодно, я хожу в кофте сейчас, потому что ну реально прохладно прям очень, особенно когда ездишь на байке, это прям холодно. Вот. Ну вот так вот тоже люди живут, как бы не вникая ни во что. Но зато, скажем так, счастливы и ни зачем не гонятся по, скажем так, еде. Все есть, что хочешь. Фрукты, овощи, все свое здесь растет. Каким-то вот, скажем так, уже современностям, технологиям. Ну, от этого, да, далеки, конечно, они очень сильно. Хотя у всех машины есть, у кого-то какие-то постарее, у кого-то новые прям. Наверное, потому что у них тут кредиты под 1,5-2% для них на машины, а то и меньше. Там если какие-то социальные работники и так далее, на государство работают, там вообще у них чуть ли не бесплатно кредиты дают, поэтому, в принципе, это они себе могут позволить, берут и работают. Но, опять же, берут не для того, чтобы, скажем так, перед кем-то покрасоваться, а для, скажем так, рабочих каких-то нужд и так далее. Ну и, в принципе, вот вся деревня выглядит вот так вот. То есть она небольшая, они в основном, скажем так, какими-то клочками находятся. На одной горе чуть-чуть, на второй чуть-чуть, везде по чуть-чуть. И везде что-то выращивают. Кто-то еще дополнительно там рядом с своим домом, вот как я только что показывал, делают отельчики, небольшие шатры ставят, и туристы приезжают, зарабатывают еще этим. Но самое главное, что здесь из всего этого, которое люди здесь живут, они, как и в принципе везде в Таиланде, наверное, 95-97% людей все добрые, приветливые, хоть они вообще не понимают особо тут меня, ну некоторые за исключением, прям кто часто с туристами как-то работал и работает, а в основном нет. Мне надо было в туалет тут в одном месте в деревню заезжал сейчас. Подошел, спросил, все, welcome к себе в туалет, завели домой, все, можете воспользоваться без проблем, пообщались что-то так, ну через переводчик на телефоне. Я им писал, они мне как там отвечали, нормально. Вот здесь тоже двухэтажный какой-то домик, живет мужик какой-то. Тоже что-то выращивает. Это, кстати, вот он над этим отельчиком владеет. Здесь какие-то вот кактусы еще выращивают. Интересные. Вот так все автоматически у них настроено. Сами сидят в телефонах, втыкают под кустиком. Здесь уже большие такие выросли помидоры. Там чуть-чуть дальше только новые посадили, маленькие. А здесь какую-то капусту выращивают. Салатные листья, которые в магазине покупаем.
видом предлагают местное вино. В таких бутылочках разные. Большие, маленькие. Стоят 400-250 бат. Большая 400, маленькая 250. Ну, выглядит, по крайней мере, красиво, но на вкус история умалчивает. Надо пробовать, смотреть. Но интересно. Ну и во всем этом вот наверху здесь, скажем так, фрукты тоже продают. И на все это нет покоя. Такой вид. Петухи бегают. Подводя итоги об этом месте, можно с уверенностью сказать, я им завидую. Тут у них все размерно, спокойно, никакой суеты, а самое главное шикарные виды. И идеальная погода, круглый год. Я даже задумался над тем, чтобы тут пожить.